Если мы говорим про бросать менеджеров в костер проблем, я вот такую интересную картинку добавил. На самом деле ну, давайте так, возможно, вы это замечали, возможно, вы с этим сталкивались. Вот у нас есть Вася, Вася это у нас разработчик, аналитик и специалист, неважно, он может быть любой компетенции, а вокруг у нас огромное количество разных, абсолютно разных менеджеров. Это может быть project менеджер, это может быть delivery менеджер, это может быть руководитель департамента, линейный менеджер, туда же у нас владелец продукта, потом это мы дополним лидером стрима, бизнес-лидером стрима, и в итоге у нас получается ну, на одного работника примерно 15 менеджеров. Почему это возникает? Да, на самом деле ошибка здесь максимально простая. Когда организация развивается, она, естественно, сталкивается с проблемами. Это может быть там задержка поставки, недостаточное знание. И менеджменту или владельцу бизнеса, можно так сказать, часто приходит мысль: окей, если я не могу решить эту проблему сам, мне нужно найти человека, который сможет с этим справиться. Что он делает после этого? Окей, у нас проблема с координацией, нам нужен project менеджер. Так, у нас проблема с продуктом, давайте найдем владельца продукта. И таким образом получается, что не проблема решается, а мы как бы ищем некий инструмент, представленный человеком, который мы сможем нанять в нашу организацию и который с этим справится. Проблема вся в том, что ответ на вопрос, как решить проблему, находится в самой организации. То есть первый шаг должен быть совершенно другой. А вместо этого мы часто видим ситуацию, где там мы просто вот один менеджер не справился, нанимаем другого, этот менеджер не справился, нанимаем третьего. И вот эта бюрократия начинает разрастаться, и все более и более становится критично. И в какой-то момент есть два состояния. Или организация поймет, что так дальше идти нельзя, и дальше пойдут увольнения, реструктуризация. Или же компания просто будет буксовать. Ну, то есть вполне нормально, вот, например, для банков, представленных на нашем рынке, было иметь time to market в полгода. Вот пришла идея, до ее реализации полгода, потому что нужно было собрать 12 или от 12, давайте, подписей на то, чтобы что-то выпустить на продукционный сервер. Да? Поэтому ответ здесь и решение на самом деле следующее. В Agile существуют практики, нацеленные на то, чтобы понять корневую проблему. И логика обычно следующая. Первое, проводим так называемый root cause анализ или анализ корневых проблем, корневых причин. После этого формируем фокус-команду, не нанимаем человека со стороны, не пытаемся найти, кто за нас решит проблему, а формируем внутри команды, точнее в компании, фокус-команду. Это представители разных компетенций, которые вместе, используя так называемый брейнсторм или мозговой штурм, смогут сгенерировать некие концепты или эксперименты, которые можно подставить с целью решения. А далее проработка плана происходит, ну и, собственно, эксперимент проводит. Даже есть отдельное направление, которое используется в Agile, точнее практика, называется она Agile Kata. Там мы ее специально проходим на нашем обучении, вы можете, собственно, найти в открытом доступе информацию по ней. Она как раз нацелена на то, что мы не всегда знаем сразу, что нужно сделать, чтобы справиться с ситуацией. Да, на самом деле никто не знает, когда мы говорим про комплексные проблемы, но то они и комплексные. И есть еще такая фраза, очень интересная, немного с оттенком или тоном тавтологии, но звучит она следующим образом. Для того, чтобы решить комплексную проблему, вам нужно инициировать создание комплексной системы. То есть, другими словами, когда вы сталкиваетесь с комплексной проблемой, в которой нет тривиального решения, вам нужно создать команду. Вот это и есть комплексная система, которая за счет разных точек зрения, за счет разных компетенций сможет сгенерировать некое пробное решение или даже множество этих пробных решений. И только потом уже в рамках одного из экспериментов мы можем прийти к тому, что нам какой-то дополнительный специалист нужен, и давайте-ка мы его позовем, чтобы он нам позволил там справиться с той или иной ситуацией или поучаствовал в том или ином эксперименте. Поэтому очень ценятся именно специалисты, которые могут помочь группе вот с этим брейнстормом, с мозговым штурмом и с применением практики под названием Agile Cut. Поэтому, собственно, и востребованы agile практики. Они целятся на это, они не пытаются вам предоставить сразу решение, они пытаются вам помочь самим придумать оптимальное решение для текущей ситуации.